Здравствуйте, друзья! Вы готовы узнать новые тайны? Кто покупал импортные продукты в СССР? В СССР продавалось все, хоть сладости заморские, хоть португальский портвейн. Правда, чтобы это добыть, нужно было очень постараться. Чтобы достать импортные продукты, денег было недостаточно. Нужны были еще и свои люди на черном рынке или хорошие знакомые, часто ездившие за границу, моряки, гастролеры, дипломаты. А вот легально приобрести импортные продукты питания в СССР было гораздо сложнее. На прилавки они попадали редко, да и их ассортимент широким назвать нельзя. Продовольствие СССР начал завозить из-за границы еще в 1920-е годы. В 1920-1930-е годы Союз закупал рис в большом количестве, сухофрукты, чай более 28 тысяч тонн в некоторые годы, кофе, мясо и мясопродукты до нескольких тысяч тонн в год, а также рыбу. В ограниченных количествах страна приобретала крупы, масла и семена. Список продовольственных поставок пополнился в 1940-е годы в связи с войной и ленд-лизом. Союз покупал тушенку, в шутку ее называли вторым фронтом, яичный порошок, растительные масла, крупы, муку, маргарин, молоко, сахар, шоколад и другие продукты. Помощь СССР шла не только с запада, но и с востока. Монголия бесплатно поставляла десятками эшелонов мяса, ягодное варенье, колбасу, масло и иные продовольственные товары. После войны СССР расширял торговые связи с социалистическими странами и прежде всего с государствами Восточной Европы. 18 января 1948 года был создан Совет экономической взаимопомощи СЭФ, организация, координировавшая экономическое и научно-техническое сотрудничество соцстран. В рамках работы СЭФ в СССР импортировали и продовольствие, например, чешское пиво «Пльзенский Праздрой», болгарский бренди «Слынчев Бряк», овощные консервы «Глобус» из Венгрии и «Булгар-консерв» из Болгарии, польские замороженные овощи и фрукты «Хортекс», югославскую приправу «Вегета», джем из Югославии, вермут из Румынии, болгарские вина и многое другое. В 1956 году в СССР началась поставка знаменитого сыра «Виола». Финский бренд «Валио» стал после Второй мировой войны первым в Союзе поставщиком из капиталистической страны. Согласно сборнику «Народное хозяйство СССР за 70 лет. Юбилейный статистический ежегодник», в 1960-1980-е Советский Союз регулярно закупал зерно. До последних лет руководства страной Никитой Хрущевым СССР был наоборот экспортером зерна. В частности, пшеницу, ячмень, кукурузу, а также чай, мясо, ягоды и фрукты, как свежие, так и сушеные, сахар. Импорт важнейших продовольственных товаров на протяжении этих десятилетий неизменно рос. Если в 1960 году свежих фруктов и ягод Советский Союз закупил 335 тысяч тонн, то в 1970 году уже 679 тысяч тонн, в 1980 году 995 тысяч тонн, а в 1985-86 годах и вовсе более 1,2 миллиона тонн. Мясо и мясопродуктов в 1960 году закупили 66 тысяч тонн, а в 1980 году больше 900 тысяч тонн. Население СССР увеличилось, поэтому требовалось все больше продовольствия. К слову сказать, совсем недавно нынешняя Россия почти все свое продовольствие закупала за границей. И только совсем недавно обратила внимание на внутреннего производителя. Наконец-то! Во время хрущевской оттепели советский человек увидел пленительную заграницу. Конечно, выезжали далеко не все, но с развитием международных связей все больше людей отправлялись в командировки и туристические поездки. Попав за рубеж, в первую очередь старались совершать основательные покупки – швейные машинки, велосипеды, ковры, посуду. Ну и попробовать заморские продукты хотелось, и себя побаловать, и социальный статус поднять. Ох уж это кривляние человеческое во все времена не чуждо. Посмотрите на нынешних обезьян. Заграничные товары для советского человека были символом престижа. Биолог Филиппович в дневниковых записях от 1971 года вспоминает, как собиралась в Чехословакию. И приводит список того, что планировала купить себе и знакомым. Чтобы ничего не забыть, пишу список. Первое – резиновые сапоги, красные с блеском. Второе – детская пустышка. Третье – карандаши по стеклу и жевательная резинка. Четвертое – вазочка из чешского стекла. Пятое – платочек, пусть маленький даже, с изображением Праги. А всего уже более 30 заявок. Заграничные товары для советского человека были символом престижа.
Доступ к иностранным товарам имели моряки. Специально для них в 1963 году появились магазины, впоследствии получившие название «Альбатрос». Расплачивались там особыми отрезными чеками ВТБ серии А. ВТБ – это Внешторгбанк. Магазины для моряков открывались в портовых городах в Архангельске, Владивостоке, Мурманске, Ленинграде. Там можно было купить импортные сигареты, например, Мальборо, Кент, Ротманс, пиво Аш Саши и другие алкогольные напитки, индийское кофе, жевательную резинку. Познал советский человек и вкус пепси-колы. Впервые она появилась в Союзе летом 1959 года на национальной выставке США в Сокольниках. Там же прошли легендарные кухонные дебаты Никиты Хрущева и Ричарда Никсона. В автоматах пепси-колу наливали бесплатно. Напиток отметили многие. Один из посетителей выставки оставил в книге отзывов запись: «Я советский журналист, побывавший на вашей национальной выставке, потрясен очень вашими экспонатами. Особое впечатление произвели на меня ваши автомобили, моды, картины, обувь и так далее. Очень понравился мне ваш напиток дружбы пепси-кола. Не всем, однако, заграничный напиток пришелся по вкусу. Один из посетителей уверенно утверждал, что жигулевское пиво лучше, чем пепси-кола». Конечно, пепси-колы советскому человеку удавалось испить редко. В СССР она появилась в продаже лишь в 1979 году, в преддверии Олимпиады 80. Перед играми в Советский Союз вообще завезли много импортных товаров: финское масло и джемы, соки марли, сигареты. Правда, после соревнований почти все это с прилавков пропало. Настоящее царство импортных продуктов – это магазины «Березка». Впервые они появились в СССР в 1961 году. Изначально магазины создавались для иностранцев. Совершать покупки там можно было только за валюту и размещались в аэропортах, у гостиниц и в целом там, где чаще бывали туристы. Этим же объясняется и выбор названия. За границей «Березы» ассоциировались с Россией. В 1967 году «Березками» стали называть и магазины, в которых торговали за чеки Внешпосылторга. Валютные заменители достоинством в 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 и 250 рублей, а также 1, 2, 5, 10, 25 и 50 копеек. Если в первое время купить там можно было только сувениры, водку и икру, то потом, чтобы добыть больше валюты, государство разрешило продавать в «Березках» фарфор, фотоаппараты, часы и большой набор продовольственных товаров. Как отмечает историк Иванова, в 1976 году иностранцам в «Березке» разрешали платить даже кредитными карточками. Постепенно все больше советских людей стали получать доступ к валюте, подарки от заграничных родственников, гонорары, наследство, командировки, и врата рая было позволено открыть не только для иностранцев, но и для граждан СССР. Конечно, простой человек мог по-прежнему лишь мечтать об изобилии импортных продуктов, но моряки и специалисты, работавшие за границей, в «Березке» отоваривались. Со временем появились там в большом количестве и самые ценные промышленные товары – магнитофоны, бытовая техника и даже автомобиль. Еда была не основной продукцией внешпосылторговских магазинов. В 1970 году «Березки» с продовольственных товаров получали лишь 5,3% выручки, но имело особое значение. Советский геолог Вронский в дневнике от 31 января 1976 года рассказывает о своем знакомом Константине Дмитриевиче, который живет в Париже и часто приезжает в СССР в командировки. Продукты он покупает в магазине «Березка» на валюту. Все это очень высокого качества, особенно хороши чаи. Китайский просто китайский с жасмином и индийский, не путать с нашим индийским. Заваренные в смеси друг с другом, они превосходны. Чай был, конечно, отменный, но за чеки можно было купить еще и кофе, и какао. Описывает Вронский и алкоголь. Было виски, белая лошадь, ром, экспортная водка и сухое вино. Я отведал всего понемногу, за исключением вина. Об импортном алкоголе вспоминает и жена корреспондента, работавшего в Египте. «Я очень любила амаретто, и мы зашли с ним как-то, вот здесь у нас на Ленинском был магазин валютный. У Коли оставались доллары. Он взял амаретто, взял еще что-то, мы купили и вышли. Продавалась в «Березке» еще и импортная рыба, колбаса, мясные изделия, хороший сыр и другие очень желанные, но недоступные заграничные яства. Например, разные виды датского сыра «Расмус», итальянская паста, бельгийские соусы, японские соусы, французская горчица, финские рыбные консервы, португальские анчоусы и испанский тунец «Инкомет». В «Березке» бежали не только за импортными товарами, но и за качественными отечественными. Историк Иванова приводит слова жены советского корреспондента, работавшего за границей.
Там такой длинный прилавок и лежит свинина розового цвета, внутри маленькая косточка со слезой. Такого окорока я в жизни своей не видела. Я говорю: Коля, ты посмотри, какая свинина. Он говорит: Вера, тише. Вдруг вижу копченые колбаски, тоже никогда таких не видела. Я говорю: Коля, это не потому, что я какая-то деревенская женщина, просто это на меня произвело колоссальное впечатление. Я просто не ожидала, что такое бывает. Журналист Елен вспоминает, как ходил в Березку за красной икрой. Тетя Женя захотела красной икры, а где ее взять, кроме березки? Прошел с черного хода на кухню ресторана «Пекин», за 10 купил неполный стакан. Мама обругала, а вдруг эта икра некачественная, разозлила. Купил чеки внешпосылторга, попилил в гостиницу «Интурист» за фирменными банками. Импортные сладости тоже привлекали советского человека. В Березке продавались привычные нам сейчас нутелла, шоколадное яйцо Kinder Surprise, а также финские печенья, хороший шоколад и многое другое. Если честно, то это такая химоза, я не понимаю, как в то время это могло нравиться. В начале 1990-х Березки, где можно было расплачиваться валютой и где платили чеками, объединили. Сеть дожила до середины десятилетия, в новых экономических условиях стала совершенно нерентабельной и закрылась, а импорт завалил полки магазинов. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.